Дизайн этой доски разработал несколько лет назад. Я назвал ее «Бабочка», поскольку вот эти круги на доске напомнили мне распахнутые крылья бабочки. Вот эта доска оказалась достаточно популярной, но немногие могут ее сделать, поскольку она достаточно большая, поскольку на большом размере этот эффект проявляется более явно. Вот. И для ее изготовления нужен 500 миллиметровый рейсмус. То есть такие рейсмусы не у каждого, конечно, есть. Поэтому я решил разработать уменьшенную модель данной доски для того, чтобы ее можно было сделать, используя 300 миллиметровый рейсмус, который является таким стандартом и очень распространен. Эта доска будет не копией большой доски, поскольку будет состоять из меньшего количества элементов, меньшее количество столбцов и строк. Ее изготавливать, с одной стороны, будет проще, поскольку меньшее количество материала и работы, но с другой стороны, некоторые элементы будут очень мелкие, и их нужно будет изготавливать достаточно тщательно. Вот. Я еще ни разу не делал эту доску, не знаю, как она будет выглядеть, но на чертеже вроде бы неплохо. Вот так это выглядит на чертеже. Видно, что эффект искривления линий присутствует. Размер ее всего 279 на 279 миллиметров основной части. Если добавить рамку 10-миллиметровую, то получится 299, 300 миллиметров, что как раз достаточно для 300 миллиметрового рейсмуса. Ну что ж, приступим. Для получения данного рисунка нам нужны две контрастные породы древесины. Вот в качестве светлой породы можно использовать клен, граб, березу, белый ясень. В качестве темной орех, сапелия, макория, подук, все, что найдете. Чем более контрастны будут породы, тем более явно будет проявлен вот этот рисунок. Сейчас я использую для изготовления этих досок твердый клен и сапелия. Обычно я для того, чтобы сэкономить материал, сначала делаю вот такие щиты толщиной 50 миллиметров и пилю затем их на тонкие полоски. Потому что если пилить дюймовые доски на такие тонкие полоски, получается очень много отходов, то есть это неэкономично. Для пиления обычно использую ленточную пилу, опять же для того, чтобы сэкономить пиломатериал. Полоски для щитов, делянки я делаю обычно на 1,5 мм больше, чем требуется, для того, чтобы потом получить нужную толщину на рейсмусе. Отмечаем ширину каждой делянки, чтобы потом не запутаться. Я делаю сразу много досок, поэтому не удивляйтесь большому количеству делянок. То есть это на 4 щита, из которых потом получится, может быть, 15-20 досок. Сейчас нам нужно будет изготовить 2 щита, из которых впоследствии будет изготовлена доска. Второй щит представляет собой зеркальное отражение первого щита. Вот здесь я хочу обратить внимание на очень важный момент, что соответствующие делянки в разных щитах должны быть абсолютно одинаковой толщины. Ну, вот, например,
В первой доске, в первой доске есть делянка 12 мм из сапели, во второй доске есть делянка 12 мм из клена. То есть они должны быть абсолютно одинаковой толщины. Поэтому строгание на рейсмусе нужно производить всех этих делянок одновременно, несмотря на то, что они из разных счетов, при одном положении ручки рейсмуса. Здесь важно понимать, что вот эти делянки в готовой доске будут соединены вот таким образом. Поэтому малейшее несовпадение, там даже в доли миллиметра, приведет к тому, что рисунок будет неправильным. То есть вот эти углы не совпадут. То есть это, еще раз обращаю внимание, что это самый важный момент при изготовлении данной доски. То есть если вы ошибетесь здесь, дальше доска уже не получится. Фактическая ширина делянок может быть больше или чуть меньше, чем 12 мм, но важно, чтобы толщина всех делянок была одинаковая. Переходим к склеиванию. При склеивании нужно учесть два момента. Во-первых, обязательно нужно использовать бруски по краям прижимные, поскольку делянки очень узкие, клея будет много, и без делянок в любом случае края будут сжаты сильнее, чем центр, поскольку здесь клей есть куда выдавливаться. Это приведет к тому, что геометрия краев будет отличаться от геометрии центра, и потом соединить это в единый рисунок будет очень сложно. И второй момент, на который нужно обратить, это скорость склеивания. Дело в том, что нам нужно склеить 33 делянки, которые достаточно широкие, нанести большое количество клея. Вот. Я использую клей Titebond 3. У этого клея время открытой выдержки всего 10 минут. 10 минут. То есть надо очень быстро наносить клей. Так называемое время сборки, до сжатия струбцинами 25 минут. 25 минут. Но лучше укладываться 10 минут, потому что склейка потом получается некачественно. Для склейки я использую валик, для нанесения клея использую валик, потому что я не представляю, каким образом можно нанести на такие большие площади клей иначе. Многие любят использовать кисточку, некоторые вообще наносят пальцем, но это вообще нереально. Нанести на такую большую площадь клей при использовании таких методов. Ну что ж, приступаем. Причем клей должен быть нанесен очень равномерным слоем. То есть сгустки в какой-то части не позволят ровно сжать этот щит и, соответственно, поломают рисунок.
Наносим клей по частям, поскольку если нанести сразу на все делянки, то пока вы дойдете до конца, последние делянки уже подсохнут. То есть уже их будет не приклеить. Щиты высохли, теперь пропускаем их через рейсмус. Нужно убрать все неровности. Не нужно заботиться о какой-то одинаковой толщине этих щитов, обоих, которые у нас есть, потому что все равно потом это все будет пилиться на более узкие полоски. Поэтому это большого значения не имеет. Теперь пилим щиты на отрезки, из которых уже будет собираться доска. Размеры доски небольшие, поэтому вполне достаточно толщина 30 мм. Устанавливаем, пилим отрезки шириной 33 мм, из которых потом получится 300 миллиметровая доска. 30 миллиметровая доска. Переворачиваем получившиеся отрезки на 90 градусов торцевой поверхностью вверх. И в дальнейшем уже будем работать только с торцевыми поверхностями. Из получившихся отрезков делаем более узкие отрезки. Обычно я для этих целей использую ленточную пилу, чтобы сэкономить материал, но можно использовать и циркулярку. Отпиливаем отрезки толще примерно миллиметра на 1,5, можно на 2, чем требуется, с тем, чтобы потом довести до нужной толщины на шлифовальном станке. Теперь доводим толщину полосок для нужного значения на барабанном шлифовальном станке. Вот такое иногда случается при шлифовании тонких полосок, когда древесина трескается, причем, как правило, не по склейке, а по самой древесине. Ну, делать нечего, приходится выбрасывать и выпиливать новое. Поэтому всегда нужно иметь небольшой запас исходного материала. Приступаем к сборке. Доску можно делать с рамкой, можно без рамки. Я предпочитаю делать с рамкой, для того, чтобы прижать вот эти наиболее тонкие полоски. Сделаю рамку из ореха. Обязательно используем прижимные бруски по краям. Эти же бруски на следующем этапе будут использованы как жертвенные.
Папа, я готова у тебя. Готов? Папа, у тебя же карандаши? Да, карандаши у меня здесь. Ого! Вот они, папа, карты у тебя. Приступаем к склеиванию уже разделочной доски. Значит, здесь та же проблема. Время отклеивания схватывания 10 минут, поэтому желательно в 10 минут и уложиться. Сразу все как бы мазать нельзя, поскольку клей на последних делянках уже схватится и невозможно будет их склеить. Поэтому делим на 3 части. Здесь 35 делянок, ну то есть по клеем где-то по 12 штук. Нужно четко контролировать положение делянок относительно друг друга. Я обычно контролирую по центральному квадратику, прямоугольнику. Сжимаем струбцинами. Лучше наложить 4 струбцины, чтобы создать более равномерное давление. Очень важно не сдвинуть делянки друг относительно друга, вот, поскольку это испортит рисунок. Что для этого нужно сделать? Не нужно использовать различные боковые струбцины, как иногда делают, они более делают такие глупости, как посыпать солью, то, что часто советую. Делаем следующее. Во-первых, накладываем струбцины строго перпендикулярно краям доски. Но здесь удобно то, что нам помогают клеточки. Струбцины сильно не затягиваем, чуть-чуть только вот фиксируем, следя за тем, чтобы делянки не сдвинулись. Накладываем первую струбцину, потом также накладываем вторую, чуть-чуть затягиваем, чтобы только схватилось. Смотрим, чтобы не было движения. Чуть подтянули, переворачиваем доску и накладываем точно так же еще 2 струбцины, чуть-чуть затягивая. Когда мы наложили струбцины и чуть-чуть их подтянули, то риск сдвига уже очень маленький. Поэтому сейчас попеременно с одинаковым усиливаем, подтягиваем постепенно все 4 струбцины. Ну вот видно, что сдвига у нас не произошло. Затягивать нужно достаточно сильно, поскольку клея здесь много. Его нужно по максимуму выдавить. Поверхность доски неровная, некоторые делянки вот провалились, поскольку это происходит от того, что все равно они немножко усыхают, деформируются, слишком тонкие. Но это ничего страшного, потом все это будет выравниваться рейстусом и шлифовальным станком. Клея много,
делянок много, деталей много, поэтому сушим ночь, ну не менее ночи, лучше 24 часа. Теперь обрезаем края, вот, и делаем вот эту полоску равной 3 миллиметрам. Это лучше делать на шлифовальном станке, потому что ровно отрезать все равно не получится. Вот после пиления под углом 90 градусов видно, что вот здесь эта полоска уже, чем здесь. Но нам важно сохранить рисунок, и поэтому на шлифовальном станке убираем вот эту часть, делаем всю полоску равной 3 миллиметрам. То есть в этом случае доска не получится идеально квадратной или прямоугольной, но здесь важнее пожертвовать прямоугольностью, ну, здесь буквально будут доли градуса, но сохранить рисунок. Это делаем на шлифовальном станке. Ну, сейчас приклеим еще 2 полоски, чтобы сформировать ореховую рамку. Также приклеиваем так называемые жертвенные бруски, которые будут защищать доску при дальнейшем строгании через рейсмус. Ну вот все, сушим еще одну ночь. Ну, доска хорошо просохла, теперь пропускаем ее через рейсмус. Вот здесь как раз нам и понадобятся вот эти защитные бруски. Во-первых, для того, чтобы обеспечить более мягкое вхождение доски в рейсмус, а во-вторых, чтобы предотвратить вырывание волокон вот на задней части доски. За один проход снимаем как можно меньше материала, что позволяет ваш рейсмус. Сейчас нужно отпилить вот эти жертвенные бруски, вот, но поскольку сопряженные стороны как бы неровные, то есть нет правильного упора, то придется отпилить вот эти выступающие части, отшлифовать эту сторону, а потом уже отпилить бруски. И затем опять отшлифовать уже все стороны. Ну, вот сейчас отпиливаем жертвенные бруски. Не нужно пытаться пройти строго по линии с первого раза, поскольку доска не идеально прямоугольная и есть риск снять лишний материал. Лучше сделать один пропил как можно ближе к ореху, к этой черте, а затем сделать дополнительный пропил и убрать уже все лишнее. Видно, что на одной доске вот здесь материал полностью снят, а здесь немножко осталось дуба от жертвенного бруска. Можно, конечно, немножко изменить угол, там подставить щепочку, но гораздо проще и аккуратнее это снять на шлифовальном станке.
доска не будет идеально прямоугольной или квадратной, но визуально это не определить. Здесь доли градуса. Делаем ухваты, такие выемки для пальцев на фрезерном станке или с помощью ручного фрезера. На предыдущей стадии оставила вот такие горизонтальные полосы на доске, поэтому сейчас нам края нужно отшлифовать вдоль волокон вот на таком станке. После рисмуса поверхность ровная, но не гладкая, поэтому далее я шлифую доску на барабанном шлифовальном станке. Далее шлифуем пластик доски, то есть вот лицевую рабочую сторону и обратную. Обычно я использую вот достаточно мощную такую машинку, чтобы снять основные неровности, убрать основные царапины, а потом довожу уже другой шлифовальной машинкой. Здесь я использую бумагу с зернистостью 100 единиц. Ну, там как пожелаете, 150, 180, ну, можно до 300-320. Углы у доски очень острые, их необходимо скруглить. Для этого я использую обычный шлифовальный брусок. Можно также убрать эти углы фрезой. Но желательно, чтобы угол, вернее, чтобы радиус скругления был не очень большой. То есть я вот использую всего фрезу с радиусом скругления всего 2 миллиметра. Во-первых, это уменьшает рабочую площадь доски, большой радиус скругления. Во-вторых, дополнительная работа по шлифованию этого скругления. Теперь доску нужно обработать минеральным маслом, чтобы закрыть поры древесины. Я обычно использую такую ванну с минеральным маслом, но можно наносить обычным тампоном, смоченным в минеральном масле. Даем маслу хорошо впитаться в течение 5-6 часов и повторяем обработку маслом. После второй обработки маслом обрабатываем смесью минерального масла и пчелиного воска. Соотношение 4 к 1, 4 части масла и 1 часть воска. Наношу я обычным тампоном. Масло должно быть горячим, чтобы глубже проникло, и в застывшем виде она образует такую достаточно твердую пленку.
наносим быстро, пока масло не застыло. Наносим круговыми движениями для того, чтобы масло равномерно впиталось во все поры. Обрабатываем все части, все стороны доски. Все, обработали все стороны и оставляем впитываться примерно на сутки. Теперь прикручиваем ножки. Воск впитался. Сейчас я использую вот такие силиконовые ножки, вот такого же размера и формы, как и резиновые, но не пачкают стол. Вот удалось купить такие ножки, поэтому сейчас использую силиконовые. Вот все, доска готова. Вот мне удалось добиться достаточно неплохого совпадения углов вот этих прямоугольников, но такое бывает не всегда. Вот если приглядеться, вот можно видеть, что вот здесь отошли где-то на полмиллиметра, вот здесь неточность. Вот. Нужно понимать, что идеального соединения всех углов добиться, как правило, не удается. Это связано с тем, что даже если вы сделаете все идеально точно, идеально правильно, то даже в процессе производства происходит усушка древесины. То есть вы оставили там эти полоски, напилили, оставили на несколько часов, они начинают усыхать. Причем понятно, что более узкие полоски усыхают быстрее, более широкие усыхают медленнее, и поэтому возникает такое несовпадение. Поэтому нужно стремиться хорошо собрать центр, но здесь уже возможны небольшие несовпадения. Но общей картины это не портит. Издалека это заметить невозможно. Одновременно я изготовил старшую сестру этой доски. У нее размеры 470 на 470 миллиметров. Но видно, что и на большой, и на маленькой доске эффект проявляется достаточно хорошо. Поэтому и тот, и другой вариант имеют право на жизнь.